В общем, у нас предстоит очередное расследование. Пока непонятно, что с этой машиной, потому что так быстро мы не узнаем, что внутри. Узнаем немножечко позже. Вот таким вот нехитрым способом можно заставить машину катиться, даже если у тебя нет ключа, если нет даже вообще ничего. Только никому не рассказывайте. Звук, да. Ралли. На аукционах машины просто так бы не продавались. Приехал к нам автомобильчик вот такой. На улице у нас хорошая погода, и мы идем просить, чтобы нам сняли машину на форклифте, а дальше ее потом перетянем завтра. Посмотрим, как это будет выглядеть. Надеемся, что машина целая, что просто отсутствуют ключи и проблем никаких нету. А дальше будет видно. Вот он, автос наш. Выровняли его, тонированный лобаш. Машина вся во льду, непонятно, что там с ней и как с ней. Ничего не открывается, батарейка села. Окна были вот так открыты. Ну ничего, сейчас увидим. Снимут. И вечером уже будет примерно понятно, в каком состоянии она и что с ней. В принципе, по ней видно, что на ней ездили недавно, потому что диски не ржавые. Вот так. Будем смотреть. Мало кто делает Теслу. Вот Коля делает. Нет, Коля не делает. Делают все вместе. Саша покупает, Коля продает, да. Вова, Артем делают. Вообще мы все делаем вместе. У нас команда молодости нашей. Руль поменять можно по гарантии. Приехал вот такой автомобиль. Всех приветствую у нас на канале. Такая вот у нас машина сегодня. 85-ка. Обычная заднеприводная. Это у нас 13-й год. Какая проблема у нас с машиной? Вот она уже ругается, очень громко это слышно. Brick Shock Imbalance, Brick Sense, Max Charge Limited, Brick Voltage Limit, Overcharge, Undercharge, Voltage Sensor и так далее. Что в принципе говорит нам о том, что есть какие-то проблемы с тем, как BMS меряет напряжение на модуле. То есть какие-то из Voltage Sensor, то есть из датчиков вольтажа, датчиков напряжения некорректно работают. И вот если мы посмотрим во вкладочку BMS по дате, то мы увидим минимальные и максимальные зарядные ячейки. Естественно, мы видим тут какие-то очень грустные значения. 0,3, 5,0, ну 5 это максимальное, 0,384 тысячных это какие-то минимальные. Но если посмотреть на это вот здесь, то мы увидим, что в 10 модуле у нас вот здесь вот некорректные показания вольтажа на 10 модуле. Как правило, это случается, когда отваливается балансный провод. Ну, либо когда там вода, либо кулант в батарее и корродируют какие-то части BMB плат и тоже некорректно начинает показывать сама BMB-шка, сами датчики напряжения. Поэтому мы сейчас снимем с этой машины батарейку. Я дальше покажу, как мы будем искать. Ну, в принципе, я уже определил по диагностике, что это в 10 модуле. Мы снимем батарейку, возможно, не будем открывать ее целиком, возможно, откроем в одну сторону, может быть, нет, посмотрим по ситуации. И будем искать вот эту проблему с отвалившимся балансным проводом, либо проблему с BMB-шкой. Поэтому сейчас скинем батарею, откроем ее и посмотрим, какая там на самом деле проблема. Покажу еще, кстати, как выглядит на экране это все дело в сервис-моде. Сейчас машина будет ругаться постоянно, потому что на автомоде, когда дверь открыта, то машина ругается. Что нам говорят ошибки внутри здесь с экрана, с сервис-мода? Ну, в принципе, тоже, что и там. У нас вот BMB over voltage, BMB under voltage, cell voltage sensor, естественно, имбаланс и все остальное тому подобное. Что говорит о том, что с одним из датчиков напряжения, а может быть и не с одним, есть определенные проблемы. Так что действуем по плану, снимаем батарейку.
Вот он наш 10-й модуль. Снимаем его и будем проверять балансные провода и BMB-шку. А вот и проблемка. Окисленные конденсаторы на BMB-шке. Здесь, когда лаком плохо проливают, небольшая влага, конденсат, сразу подгнивают конденсаторы. Так что мы сейчас заменим BMB-шку и соберем обратно. Возможно, придется побалансить модуль, а может и не придется. Сейчас померяем напряжение и поглядим. Но BMB-шку надо будет заменить, либо второй вариант — это просто пропаять конденсаторы. Но если они плохие, то заменить. Но лучше заменить BMB-шку целиком, если, конечно, таковая есть. Две крайние линии перезаряжены, поэтому нужно будет балансировать. В общем, какие итоги? Мы нашли погнившие немножечко конденсаторы на BMB-шке, и у нас две линии крайних разбалансированы. То есть везде у нас примерно 526-525 тысячных, а на последних двух линиях 536-544. Поэтому две вот этих ячейки я сейчас подбалансирую, чтобы они были ровненькие, как и все остальные. Мы заменим BMB-шку и будем собирать это все дело и ставить обратно. И проверим еще BMB-шки на других модулях, хотя бы те, что увидим, на всякий случай. Если увидим где-то какие-то проблемы, похожие на эту, то тоже будем менять BMB-шку. Потому что чаще всего проблемы на этих модулях именно или с балансными проводами, или с BMB-шками, на которых гниют конденсаторы. Потому что почему-то они не пролачены хорошо с завода, и там, естественно, из-за конденсата, из-за всяких перепадов температуры, опять же, из-за конденсата, там собирается какая-то небольшая влага, и те элементы, которые плохо защищены, особенно они там под током, под определенным, ну, под 12 вольт даже, то есть процесс электролиза никто не отменял, поэтому они там гниют, и вот в итоге отваливаются какие-то волтаж-сенсоры, и у нас машина перестает куда-то ехать, поэтому можно найти и отремонтировать вот таким вот способом. Ну, либо поменять полностью батарею, как обязательно предложил бы вам официальный дилер Tesla. Вот так у нас балансируется модуль. Сейчас я подгоню по напряжениям. Сначала подгоню вот эти 4, потом присоединю к ней 5-ю линию, 6-ю, и потом, в общем, подниму до 3550, как и на остальных модулях в этой батарейке, чтобы все было ровненько и красивенько. Нам привезли Model 3, ее форклифтом у поляков сняли, она у них стоит, я ее еще не видел. Сейчас посмотрим, поедем с Артемом ее поглядим, что там с ней и как. Возьмем бустер, может быть, подключим. Но, насколько я знаю, у нее утерян ключ, и она, возможно, закрыта, я еще не знаю. Короче, поедем, поглядим, разберемся, что там с ней, а вечером, может быть, если что, ее отбуксируем к нам в шап. Поглядим, что там нам привезли. Машина выглядит симпатично. Стекла приоткрыты. Дай угадаю, 16-вольтовый аккум тут померший. Слушай, ну конечно салончик такой подзатертый. Туда вон вода попадала. Да. Так, экран загружается, сейчас поглядим. О, вот это болезнь у новых этих троек. Руль облазит полностью. Сюда, конечно, попадала водичка, и тут все выглядит не самым лучшим образом. Ну, вроде бы не критично. Ух ты, смотри, какая тут надпись прикольная. Your autopilot package has returned to its original configuration. Такое ощущение, что тут кто-то что-то менял по автопилоту, а оно потом вернулось. Прикольно. Не, нет такой надписи, у меня не было, да. Что у нас по ошибочкам? А по ошибочкам у нас TPMS, Exit Driver Low Voltage Bus Voltage. Как будто бы сел аккумулятор. И что, и все?
Это все по ошибкам. Ну и плюс она разряжена в ноль. В общем, у нас предстоит очередное расследование. Пока непонятно, что с этой машиной, потому что по ошибкам тут ничего такого страшного нет. Разряженный 12-вольтовый, ну вернее 16-вольтовый на этой машине аккумулятор. Ну и разряжена батарея высоковольтная в ноль. А в остальном даже в истории я никаких ошибок критичных не вижу. Ну, будем разбираться. О, какой-то чарджер нам достался в наследство. А он там от оригинального еще, да, чарджера? От оригинального чарджера пустая коробка. Ну, как всегда. Все как всегда. Вода, да, видишь, попадала здесь, затекала. Оригинальный чарджер, как всегда, украден. Но хотя бы какой-то не оригинальный нам оставили в наследство. Такая вот машинка, троечка. Это у нас 22 год. Машина достаточно свежая. Поэтому будем разбираться, что с ней не так. Так, на бардачок стоит пин, поэтому так быстро мы не узнаем, что внутри. Узнаем немножечко позже. Ну, в общем, первоначальный осмотр машины прошел. Вечерком приедем и будем ее отсюда буксировать, потому что сейчас, как мы вдвоем с Артемом, нам нечем ее буксировать. Приехали просто посмотреть на нее. Но машина выглядит хорошо, никаких особо повреждений на ней не видно. Единственное, вода попадала немного в салон, потому что были открыты окна, а в остальном машина выглядит целенькая, хорошенькая, хорошие колеса, не побита, не замурзана, ничего такого страшного здесь нет. Вернемся за ней вечером. Значит, модуль наш отбалансировался. Вот так вот это все выглядит. Разбег внутри 3 милливольта. Я думаю, это очень немного, это допустимо. Поэтому я сейчас одену модуль в кавера, поставлю на место BMB-шку и будем подкидывать его в батарейку, смотреть, что получилось. Все модули уже стоят на месте. Вот здесь вот в нижнем модуле BMB-шку тоже сняли, почистили, пропаяли, потому что там тоже была коррозия на конденсаторах. Вот наш модуль, который мы ремонтировали с самого начала, у которого были проблемы. Крышка у нас почищена, все почищено. Мы уже подключили машину, как обычно, через удлинители. Как обычно, через удлинители батарейка подключена к машине. Я уже подключал диагностику, посмотрел, все напряжения в порядке. Там 10 милливольт разбег, дельта совсем небольшой. Поскидывали ошибки, не сразу все получилось. Были некоторые моментики, как всегда, но контакторы клацнули, машина колесами крутит, поэтому сейчас все отключаем, заклеиваем батарейку и ставим ее обратно на машину. Проверим все наши соединения на герметичность, дадим немножечко давления и посмотрим, чтобы воздух не уходил. Стрелочку сюда на манометр, чтобы она держалась. Желательно, конечно, подольше это поделать, но мы сильно долго делать это не будем. Но в принципе держится очень ровно стрелка, никуда ничего не уходит, поэтому я думаю, все в порядке. Лучше всегда перестраховываться таким образом, потому что бывает там шланг забыл надеть какой-то, либо что-то еще, потому что заклеил батарейку, налил туда антифриза, а он потек в батарейку. Очень обидная ситуация, поэтому лучше проверить, чтобы было спокойнее.
Троечку мы подкинули, машину запустили. Что у нас здесь по ошибкам? Так, у нас еще висит по soaking баланс и ampere to be charged, типа ограничения. Но как бы это всегда происходит, нужно какое-то время, чтобы оно пересчитало state of charge нормально. Тогда эти ошибки уйдут. А в остальном, если посмотреть по дата, то у нас здесь сопротивление изоляции в порядке, отличное. Разбег, дельта у нас 10 милливольт. 10 милливольт нас вполне устраивает. 10 милливольт это отлично. Мы сейчас заедем на подъемник, подкинем нижние кавера, соберем кавера под капотом, зальем антифриз, прокачаем его и можно ехать кататься. Вот такой вот был ремонт батареи. Ничего сложного, в принципе все как обычно, но как всегда бывают какие-то свои особенности и интересные моменты. Всем спасибо за внимание. Приехали забирать троечку. Сейчас будем использовать старый проверенный способ. Вот таким вот нехитрым способом можно заставить машину катиться, даже если у тебя нет ключа, если нет даже вообще ничего. Только никому не рассказывайте. Ох уж эти авантюры! Сейчас будем буксировать машину. Там, конечно, такая лужа глубокая, я надеюсь, мы в ней не утонем. Фу, ну вот и дотянули, вроде без приключений. Сейчас затолкаем шап, потому что все-таки на улице не май месяц. Птичка в клетке. В общем, один наш товарищ купил автомобиль. Я сейчас покажу, какой автомобиль он купил. А это у нас Ford. И не просто Ford, а Ford полицейский, на котором ездила полиция. Тут даже еще от наклеек, но здесь меньше видно. Сейчас с другой стороны покажу, там прям видно еще. Ну, по колесам видно, да, что он был в полиции. Вот здесь вот сбоку видно еще. Не знаю, на камеру будет или нет, тут наклейки. Вот Коля. здесь хорошо видно. И Коля сейчас расскажет, что это за машина. Форд вот такой. Страшный автомобиль. Короче, сейчас еду на нем, буду ехать в Нью-Йорк на нем. И этот автомобиль пугает людей. Я просто заезжаю куда-нибудь, сразу люди начинают на пешеходном переходе люди пропускают. Проезжайте, пожалуйста. Короче, не знаю, езжу. Пока что на реакцию людей смотрю. Очень прикольно. Не знаю, даже в какое-то первое мнение было такое, что хотелось себе такую купить. Знаешь, как-то вот все тебя это... Заезжаю за угол, короче, там дед разворачивается. Короче, люди уступают дорогу, уважают. Ну и у меня такая пришла идея, что ты можешь стать полицейским, фактически не быть полицейским. Чуть-чуть по-другому я это сказал. Короче, поедем немного проедемся. Я ни разу, если честно, не ездил на полицейской машине. В принципе, я и не хочу, чтобы полиция меня возила. Но так как сейчас эта машина уже не полицейская, то можно и проехаться. Так, тут, естественно, нет консоли средней, потому что здесь у полицейских своя консоль стоит средняя. И как бы здесь все, естественно, вытащит. А как, кстати, Стас собирается это решить? Будет куплена такая же самая. Есть просто не машины, есть люди, которые этим занимаются, типа, ну и они это делают. Будет снят ковролин полностью, все, сидушки там, можно себе сделать все, что хочешь. Слушай, Лен, тут такой, конечно, рычаг переключения. Он всегда такой, что на полицейских, что нет, он всегда в этом месте. Чуть-чуть. Как-то ремень здесь. Механический он. Он прям вообще механический. Машина огонь. Подожди, она что, гибридная или что? Да, она еще и гибридная. А я не знал, что эти Форды гибридные, если честно. Не, серьезно? Да. Прикольно. Вот видишь, сейчас он красная, видишь, батарейка горит. Да. Это значит, на батарейке едет. Там какая-то поломка. Ну да, что-то не в порядке. Ну это все устраним. 0-100 будем замерять? О, сигнал
не работает. Не, ну слушай, ну он как-то едет еще даже. Ну да, еще и звучит. Не, это еще и не в пол, как бы. Там еще есть запас, не хочу просто... Ой, звук такой интересный у него. Звук, да, раллийный. Но это... Там, короче, пообрезали, когда мигалки и все вот эти провода. Есть просто торчащие провода под капотом, которые просто они торчат и все. Что-то не обрезали там. Ну да, кто-то что-то обрезал. В принципе, я по лаунчу проверял, там 15 вольт, 14 с чем-то, 14,97, то есть зарядка дается. А почему горит, не знаю. Ну, разберется уже следующий водитель. Мне главное, чтобы она проехала 1000 миль. Чтобы ты на ней доехал в Нью-Йорк. Да, это моя цель. А так вообще все работает, смотри. Там, оп, шук, чик. Ух ты, как оно светит. Ничего себе. Ослепили меня. Главное, чтобы навстречу такие, только настоящие не ехали. А то будет концерт. О, Но слушай, вообще, да я проедусь. сейчас тебе дам. Мне интересно проехаться за рулем на полицейском Форде. Вообще, когда заезжаешь куда-то на заправку или еще куда-нибудь, люди просто реагируют сумасшедше. Сразу раз такие напряглись, что происходит, хоп. Я заехал на Walmart на парковку, просто там хана. Все, такие раз. Я между рядами езжу, думаю, куда стать так лучше? И они такие раз, все такие, проходите, проезжайте, что вы тут делаете? Хотя я вообще никак не по форме. Я когда вижу машину Форд такой, даже если он как бы без мигалок, без надписи, я сразу все правила соблюдаю очень тщательно, сразу такой аккуратненько, лишних действий не делаю, не дергаюсь, потому что мало ли, не хочется никаких вопросов. Поэтому эта машина всегда у всех людей, настолько все люди привыкли, что это не машины полицейские, они, когда видят такую машину, она же может быть без мигалок, как undercover, да, и как бы они сразу такие люди, опа, а вдруг там полицейские, сразу такие все джук, сразу по-другому себя ведут. Такая реакция вот. Ну да. Есть даже люди, которые, помнишь, когда-то нас КамАЗ даже на такой ездил. У него был полицейский Краун Виктория. Ну это он, знаешь, о чем подумал? Надо брать такую машину. На ней даже есть тянуть, towing hitch. Прицепное. О, слушай, когда мы будем тянуть или даже буксировать, что нельзя делать, да, то подумать, ну это полицейский, наверное, им можно. Слушай, Открыл окно, говоришь, мы тянем на ярд, на импаунд ярд. блин, так прикольно. Слушай, ну она так интересно едет как-то так, потому что она гибридная. Ну да. Эта ручка, конечно. Да, там еще. Можно вот так вот крутить ее, куда-то разворачивать. Не, слушай, она такая достаточно, да, комфортная в плане. 21-го года, кстати. Это 21 год? Да. Прикольно. Сейчас бух, этот стол красный. И полиции никто не позвонит, потому что она уже фактически Она уже здесь. здесь, да. Такой вот полицейский автомобиль. Вот так вот ребята, которые работают в полиции, вот такой они видят у себя в машине. Каждый день, когда на работе. Сзади. Здесь сзади ничего и не было, да, такого, наверное? Типа этого. Здесь есть, наверное, перегородка какая-то стояла. Я так не знаю точно, но обычно ставят перегородку. Вместо сидений ставятся, там же такие пластиковые сиденья, а эти лежат где-то на складах в основном. Но в каждом штате по-своему. Перегородка 100% была, видишь, вот перегородка была аж до туда, и здесь где-то она заканчивалась. Чтобы, короче, бушующие сограждане не могли проникнуть к вам вовнутрь. Такая вот машина. Короче, ручка внутри не работает. Да, это потом, типа помогите! Можно только так. Пластики, получается, они все используют. Пластик такой, видишь? Типа Мягкий. какой-то пластик специально, чтобы машина это как считается вместо ковролина, ну типа, чтобы не затягивалась так. Потому что проходняк, наверное, большой, постоянно кого-то сюда грузят. Диски, конечно, дизайн такой очень сомнительный. Сомнительный. Специально что же их разрабатывали? Наверное, они не гнутся так сильно, как... Ну да, у них профиль, и смотри, не такой это. высоченный профиль, наверное, чтобы как бы Да. она более была устойчива к всяким наездам на разные ямы, препятствия, чтобы не разрубать диск. Надежный пластик. Да, и самое главное, фонарь. Сразу отличительная черта. На крыше посмотри, как сделали дырки. Решение, там же мигалки стояли. Решение принято серьезное. Силикон. Просто дырки. А если правильнее, то отверстия, не дырки. В общем, такой вот автомобиль попался Коле в руки ненадолго. Он на нем будет ехать в Нью-Йорк,
отвезет Стасу, который купил эту машину на аукционе для того, чтобы ездить самому на ней. Он, наверное, хочет по Нью-Йорку просто ездить, чтобы ему все уступали дорогу и пропускали. Может быть, у него какие-то другие причины для этой покупки были, я не знаю. Но как бы прикольно. Полицейский Форд, вот такой вот. Такой вот мотор тут стоит. Вроде как лошадей 400 здесь в полицейских версиях. Самое большее, что меня удивило, что эта машина гибридная. Я вообще не знал, что эти Форды гибридные. А оказалось, таки да, гибридные. Ну что, Коля, тогда тебе удачно доехать в Нью-Йорк. Спасибо. Я уже на чем только в Нью-Йорк не ездил. Еще мне осталось еще мой список скорую помощь взнести. А так уже буду на таком добираться. Прикольная машина. Конечно, я сам вот смотрю со стороны, вот просто ощущается, как будто полицейский приехал. И тот, кто не знает, сейчас еще поеду, погоняю этих всех по молам, погоняю людей. Типа, что происходит? Ощущения прикольные. Не знаю, если на каждый день. Вот есть плюсы и минусы. Плюсы, это, смотрите, в том, что когда ты заезжаешь куда-то на это, тебя там пропускают максимально. Минусы, если ты едешь по селу по какому-то, в селе, вот ты стал, допустим, за кем-то, и они едут по спидлимиту, вроде бы как бы должны на хайвее, в левой линии, все съезжают, ты едешь первый. Но если ты в селе, и там две полосы, все раз в 35, и они едут 35 просто. Фу. Вот и все. Все боятся, чтобы не получить тикет за превышение скорости. Поэтому есть свои особенности в эксплуатации бывшего полицейского автомобиля. Но как есть. Поэтому спасибо всем за внимание. Хочу рассказать, какая ситуация с М3, которая к нам приехала и которую мы затянули в шап сегодня, которую транспортировали буквально недавно. Наверное, в этом видео я вам постараюсь показать. Троечка уже у нас в шапе. Мы ее поставили сюда, и она заряжается. И, в принципе, заряжается она полноценно. То есть у нас здесь 32 ампера из 32 ампер. Все берет. Сейчас у нас, конечно, заряд у нас 2 мили всего. Машина понемногу заряжается. Очень интересно то, что у нас был севший аккумулятор 16-вольтовый. Но сейчас он отлично выглядит. Мосфеты закрыты. Аккумулятор 87% заряда, то есть он поднялся, подхватился. И аккумулятор без проблем работает. Просто у этих машин, у которых литий-ионный аккумулятор маленький, у них есть такая проблема, что если недолго стоят где-то с разряженной батареей или, допустим, поломанные, то этот маленький аккумулятор не подзаряжается. В конце концов, мосфеты открываются, саморазряд все-таки происходит, напряжение на ячейках опускается критически низко, и потом он просто не стартует. Ну и по-хорошему его нужно менять. Но как бы есть другие способы его оживить, не будем сейчас про них рассказывать. Но как видно здесь, он ожил сам по себе. И получается, что каких-то критических ошибок я здесь не вижу. Я сейчас покажу, что нам по ошибкам. Вот тут он ругается на паркинг-брейке, еще много по Electronic Parking Brake проблем. Но это просто потому, что там сейчас сняты коннекторы с паркинг-брейк. Мы это сделали, чтобы машину отбуксировать, так как у нас нет ключа. А каких-то других проблем и ошибок я здесь не вижу. А так все выглядит, как будто бы машина готова ехать. И это очень интересно, потому что обычно, когда машины приезжают к нам с аукциона, мы ожидаем подвох и какую-то поломку. Здесь пока проблем по машине мы не видим. Но, как говорится, будем посмотреть. Всегда бывают сюрпризы, и мы всегда ожидаем этих сюрпризов, потому что иначе бы на аукционах машины просто так бы не продавались. Поэтому пусть машина немного подзарядится, посмотрим потом по каналу, я подключусь, посмотрим, что там по разбалансу, по сопротивлению. Но ни в истории ошибок никаких нет, ни сейчас никаких ошибок нет. В общем, как подошьем ключ или сможем включить трейл на этой машине, попробуем поехать, посмотрим, что же там происходит. Поэтому, как только будут какие-то апдейты по машине, я постараюсь все это дело подснять. И я хочу показать, как эта история началась и чем она закончится. Чтобы, так сказать, история была цельная. Поэтому спасибо за внимание. Наступил следующий день и хочу снять апдейт по этой Model 3, о которой я вчера рассказывал и показывал. Вчера она только в шапку нам заехала. Мы сегодня в течение дня пытались ее добавить. Через саппорт добавили ее в аккаунт, потому что у нее нет ключа. И добавили ключ, и, о чудо, машина-то поехала. Сейчас покажу, что там внутри. У меня уже телефон мой подвязан как ключ. Все, машина едет. Я могу двигаться. Если мы посмотрим на какие-то ошибочки, что-то у нас осталось. Сейчас. Посмотрим на ошибочки, которые у нас в сервис-моде. У нас здесь что? А у нас здесь только давление по колесам и надо омывайки стекла, омывайки лобового стекла добавить. И на этом все ошибки все. Сейчас подкачаем колеса и поедем кататься. Конечно, очень интересная история.
Очень интересно, как эту машину продали и почему ее продали. Может быть, какие-то ошибки вылезут в будущем, но на данный момент с ней вообще не видно никаких проблем. Короче, очень интересная история. Если будут какие-то новости, я обязательно подсниму. Ну, а сейчас поедем кататься. Влад, передай привет подписчикам нашего канала. Подписчики, привет с Киева. Диагностика рулит. Так, что у нас тут за дела по батарейке? То есть у нас общая емкость 60, остаточная емкость 56 киловатт. Что мы здесь по данным видим? Здесь у нас разбаланс 264, 256. У нас 8 милливольт это разбаланс, ну в принципе маленький, вот мин-макс разбаланс, то есть по разбалансу у нас все в порядке. По данным по батарейке все выглядит хорошо, разбаланс небольшой, 8 милливольт, что как бы очень немного. Остаточная емкость, как я показал, там 56 с чем-то киловатт, то есть для 98 или 7 тысяч миль это окей. То есть все выглядит хорошо, поэтому не знаю, какие могут быть еще подводные камни, но посмотрим в будущем, покатаемся немного на машине. Ну, выезжаем на первый тест-драйв. Не, ну ее никуда не тянет. В общем-то нормально едет, машину никуда не тянет. Сейчас сняли сидушку просто, чтобы просушить. Чуть громче задний мотор слышно, а в остальном еще камеры должны откалиброваться. Здесь вот она не до конца камера откалибрована, надо просто поездить чуть-чуть. Не, у нас здесь 27 миль, там 10% заряда, поэтому сильно прямо нашу поехать. Но как для тройки она едет, как должна ехать. Поэтому можно сказать, что починено. Все правильно Артем тут заметил. Что я сказал, что починено. А что мы хоть чинили, непонятно. Но она же не ездила, а сейчас ездит. Ну, значит, что-то починили. Я думаю, надо исходить из такой логики. Да? Наверное, да. Надеюсь, мне больше не придется снимать про нее апдейты, что у нее что-нибудь отвалилось, и она не едет. Надеюсь, это будут последние кадры про нее в плане истории. Отдадим ее на моечку. Она немного подмокла, подсушим. Наверное, что сделаем с рулем, потому что с руль выглядит как бы не очень прикольно. Я думаю, все это дело мы заменим. Вот такая была история про Model 3. Увидимся, как говорится.